Мы видим зазоры. Сейчас мы осторожненько все прочистим. Всем привет, меня зовут Данил, это Цитадель Покраса, и наконец-таки у меня появилось время отснять вам долгожданный мною желанный, долго хотел вам снять это видео, и наконец-таки рассказать, как почистить свои баночки с краской. Думаю, у всех, кто использовал Цитадель, возникала проблема с тем, что краска забивается в крышку. Сейчас я покажу вам в этом ролике, да, я вам покажу все подробнейшим образом, как я их чищу. Честно, не видел каких-то других способов и особо-то и не искал, потому что даже не знаю каких-то других вариантов, кроме как вырезать их ножом. Сегодня я вам покажу, как это делаю я, конкретно с вами. Откроем, почистим пару баночек, которые у меня забились, а забились у меня многие баночки. И если вы тоже используете Цитадель, вы, думаю, понимаете, что забиваются они часто, чистить их нужно часто. А из-за того, что они забиваются, они еще плохо закрываются, и когда их чистить надо, действительно приходится их чистить, плохо закрываются, краска быстро портится, и все, баночка уже хана. То есть полная баночка может прийти конец, если просто не почистить крышку и слишком долго держать ее вот так. Потому что считай, если есть зазор, то считай то же самое, что и открытая баночка у тебя стоит и быстро портится. Поэтому сегодня я расскажу вам, как все-таки избежать этого и как чистить ваши баночки цитаделевские. А перед началом, конечно же, напомню о нашей группе ВК. В ней постоянно летят посты, постоянно летят гайды по покрасу. Каждую неделю, несколько раз в неделю, да, показываю, что крашу я. И можете перейти по ссылочке в описании и посмотреть, что я крашу, посмотреть какие-то интересные гайды по покрасу. И немаловажно, конечно же, можете заказать покрас миниатюр у меня в товарах группы. Есть все расценки, все, что вам нужно знать, есть в товарах группы. Либо купить уже покрашенную настольную игру или миниатюру, если она есть в наличии в товарах группы. Все, давайте, ссылочка в описании, переходим и наслаждаемся. Так, ну что ж, предлагаю приступать. Единственное, что нам в принципе понадобится для того, чтобы очистить все мои засорившиеся, да, так скажем, краской баночки, мы будем использовать всего лишь один вот такой вот нож, скальпель. Как вы знаете, его можно купить в любом строительном магазине. У меня это старые ножи, которые я использую как раз для чистки баночек. Вот как по нему видно, он весь грязный. Поэтому использую его для чистки баночек. Ну, в принципе, и облоем убрать можно чуть-чуть. Вот, ну для облоя есть другие ножи, а эти я чаще использую для именно чистки баночек. И загрязняются эти баночки реально быстро, то есть открытие, наверное, 5-6, но в лучшем случае 10, и все, она уже не закрывается до конца, краска встает вот здесь вот, и мы видим зазоры, вот, из-за которых туда попадает воздух, краска взаимодействует с окружающей средой и портится, поэтому прочищаем как можно чаще, но частая прочистка вредит немного баночки, потому что, опять же, мы вырезаем это ножом, сейчас я покажу, как это я делаю. И все равно остаются следы, и то есть, ну, потом тяжелее дирать, в общем, с каждым разом баночка будет у вас все хуже и хуже выглядеть. Вот, поэтому осторожно, там много не срезайте по чуть-чуть. И думаю, если все осторожно делать, в принципе, баночка закончится, и как раз будет уже у вас вся порезанная ножом, потому что я даже не знаю, как можно с этим бороться. Но я понимаю прекрасно, что баночка специально для этого и устроена, чтобы как можно быстрее кончаться и как можно больше краски забивалось именно вот сюда, потому что, как вы знаете, с красками вот такого типа такого не происходит, именно где носик. Такого не происходит, здесь краски тупо некуда забиться, вы просто выдавливаете ее и все. А вот здесь вот, сейчас я покажу. А на ГВшных красках вы их открываете. Вот, даже давайте я покажу, прям открою. Не хочет открываться. Сейчас. Так, ну вот здесь мы открываем и видим здесь вот такую вот штучку, откуда мы забираем краску, да, и непосредственно расстояние, и тут явно краска будет затекаться вот в эти вот желобки, да, которые мы сегодня с вами и будем чистить, поэтому краска ГВ, и вот этот главный ее минус в том, что именно краска забивается в крышечку. Ну, сейчас мы с вами попробуем решить эту проблему.
Ну и самое главное, конечно же, мы не забываем о технике безопасности и с ножом работаем осторожно, потому что, как бы там ни было, он у нас острый. Ну, я надеюсь, у вас он острый, вы же собрались краску убирать, вырезать, да? Вот, например, возьмем вот эту баночку. Перед вырезанием не трясите ее, потому что краска поднимется вверх, и то есть нальется вот сюда вот, и потом будет плохо. Поэтому просто сразу же открываем, вот, и видим, как здесь много краски. Именно вот это вот все, вот это вот, надо сейчас будет удалить. Поэтому мы осторожненько так подковыриваем. Вот сейчас чуть-чуть по пальцу себе не попал. Будьте предельно осторожны. Предельно осторожны при работе с ножом. Так, и вот так вот вращательными движениями. Так, тихо. Опасное на самом деле это дело. Ну, что поделаешь, приходится таким заниматься. Чтобы краска оставалась в нормальном состоянии. Ну, либо использовать краску других брендов. Либо еще есть вариант, кстати, переливать. Перелить из этой баночки краску в другую баночку. В баночку с носиком. Так, вот таким вот варварским методом мы с вами потихонечку достаем красочку нашу засохшую из баночки. Так. Тяжело на самом деле сейчас смотреть и в камеру, чтобы вам все было нормально видно. Вот отлетело. Кусочек. Весь в краске после таких процедур. Тяжело смотреть, чтобы из-за камеры, да, из-за ракурсом, и чтобы все пальцы не отрубить. Но сейчас мы осторожненько все прочистим. Она, в принципе, не особо сложно удаляется. Но все равно будьте, конечно, осторожны. Так. И вот так вот вращательными движениями по кругу достаю. Доставать нужно везде, потому что даже какая-то малейшая штучка может мешать закрываться банки. Вот видите, уже весь грязный. Но это только начало. Поэтому будьте готовы, что это будет грязная работенка. Так, последний, как я понимаю, кусочек у нас. Последний кусочек был. Ну, может здесь еще вот почистить такие маленькие, незначительные, чтобы наверняка все точно закрывалось. Так, все, как видите, крышечка у нас стала почище. Именно вот эта вот часть. Мы с вами удаляем все эти штуки. Все, и теперь закрываем. И ничего не поменялось. Нет, кстати, поменялось. Она стала лучше сидеть. Но все равно здесь что-то мешает. Я так предполагаю, вот эта вот штука. Видите, вот даже маленькая какая-то штучка мешает закрываться банке. Вот здесь еще не очень хорошо убрали. Так. Пробуем еще раз закрыть банку. Вот, ну, все равно, как бы там ни было, конечно, закрывается получше. Ну, вот уже гораздо лучше. Видите, уже зазор минимален. Именно вот здесь вот. Вот здесь, вот у меня весь нож в краске. Вот видите, зазор здесь минимальный.
Вот сравните даже еще с непрочищенной крышкой. Вот, ну явно. Вот, поэтому с этой баночкой, я думаю, мы закончили. Ну, еще одну предлагаю прочистить. Так. Вот, здесь вообще прям явно видно, что здесь много краски. Вот, сейчас приближу. Вот. Видите, да? Вот здесь вот красочка, вот здесь, вот везде. Вот здесь вот. Красочка, которую мы сейчас с вами будем удалять. Так. Удаляем таким же способом. Возможно, кто-то может предложить какие-то способы добавить сюда растворителя, но это все может смешаться с краской, потому что красочка уже вот здесь вот. Ну, вы понимаете, здесь уровень должен быть безопасности высокий, вот. И на самом деле даже не желательно вот грязным ножом сюда лезть. Но у меня он вроде уже высох. Вот, видим, как прям отходит. Даже могу рукой взять эту штуку и оторвать ее. Вот, руки, конечно, все уже грязные, но и мы знали, на что шли, да? Поэтому продолжаем круговыми движениями, вращательными, да, вот такими вот по кругу вытаскивать краску. Вот, в принципе, выходит она хорошо. Так, что-то я тут куда-то не туда полез. Из-за того, что нож острый, видите, крышечка, именно сама крышечка деформируется и уже имеет менее, конечно, презентабельный вид. Но зато закрывается и меньший шанс, что она испортится. Прям кусками отходит. Какой-то ужас. Так, подцепил, вытаскиваем. Так. И осталось тело за малым. Видите, уже крышечка более-менее чистая. Вот здесь, правда, остатки надо убрать. Вот. Еще чуть-чуть, и я думаю, все. Разлетается просто по всему столу, поэтому, опять же, внимательнее будьте. Или стелите что-то, или... Потому что у меня вот стол такой белый, светлый. И это может на нем не очень хорошо отразиться. Если даже вот такая вот штука, как у меня, не особо спасает. Ну, именно салфетки тут, да. И... мое рабочее место, такая пластмасска. Видите, она прям забивается. Тут такая технология используется, что она вот прям вообще, прям вот в самых труднодоступных местах. И из-за этого крышечка не закрывается. Так, теперь удаляем отсюда весь мусор. Даже так вот постучим по ней, чтобы все вылетело. Вот здесь еще вижу краску. Вот. Здесь все еще плохо закрывается, но она еще может со временем плохо закрываться, потому что вы много вырезаете здесь, и тоже это вредит самой крышечке, влияет на ее закрывание. Думаю, продолжать вырезать смысла нет. Вы поняли технологию,
что мы просто вырезаем краску. Думаю, этих 2 баночек будет достаточно, эти я прочищу уже самостоятельно, вне кадра. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, ищите меня в социальных сетях в комментариях, в описании, конечно. Там будет моя инста, мой ВК, поэтому переходите, следите за обновлениями. В инстаграме не каждый день, в ВК чуть пореже, поэтому переходите. Больше годноты, контента по покрасу там. Все, всем спасибо, всем пока-пока.